Все готово к очередному выходу в море. Ну, почти все. Все защелки защелкнуты. Все убрано, закреплено, почищено. И сегодня переход на остров Сен-Мартин. Но только французская часть острова Сен-Мартин. По факту это ведь другой остров даже. Хоть то же самое место. Ангвилла. Очень неплохо. Главное, это вот там Роуд-Бэй. Там не надо находиться. Ну, ночку-другую, одну. И посмотреть все острова. Вот, собственно, все, что могу сказать про Ангвиллу. Как хорошо ходить вниз по ветру. То есть ветер, угол к ветру истинный 143. Лодка идет прямо, спокойно, тихо. Но основное движение, оно начнется здесь, когда мы обойдем вот это место и туда. Тут нам еще немножко мы прикрыты островом от ветра. Возможно. А там и будет тот пикантный момент. Вот это Роуд-Бэй. Вот прям видно, как шквальчик к нам летит. А он все ближе. Это даже чувствуется. Пошел дождь. Надо убрать парус. Ну вот зачем все это? Так было хорошо, а? Вон она. Совсем близко. Закрыл здесь. Кончилось вот это все. Ну, в шквале очень начальный порыв сильный. То есть там 35 сразу. Но все просветлело. И это значит, что в принципе пролив, который отделяет Ангвиллу от Сан-Мартина, называется Ангвилла Channel. Его можно будет пройти без эксцессов. Возможно, сейчас самое время убавить немножко парус. 21 ветер, то есть апарен 24. Убавил гению. И что интересный момент я заметил. Когда она зарифлена, вот угол к ветру, он уже не так критичен. То есть она более ровно идет. Что была полная противоположность моей предыдущей лодки, где стоило гену зарифить, ты угол к ветру наоборот терял. Ну, что тут скажешь? Даже скорость увеличилась при убавленном парусе. Меньше крена, соответственно, больше площадь парусов.
Все готово к швартовке. Фендеры висят. Муринглайны готовы. Вот Марина. Вроде нормально выглядит все. Ну вот я и в Марине. Все как обычно. Там спереди вот этот шарик. К нему они привязываются. И швартовка сюда.